Всем привет! В этом видео я поделюсь идеей, как я украшала муссовый торт в виде пианино. Если вам интересно, смотрите дальше. Для декора нам понадобится белый шоколад. Первую партию надо темперировать. Я темперирую шоколад с помощью колет. Нагреваю 100 грамм шоколада до 40 градусов, перемешивая до полного растворения. На 100 грамм шоколада добавляю 20 грамм колет. Растапливаем шоколад, который добавили, в основной массе. Если в помещении температура высокая, тогда, конечно, темперировать сложнее. Поэтому идеальный вариант взять из морозилки что-то холодное, к примеру, ягоды, поставить в миску. И на эти ягоды мы ставим миску с растопленным шоколадом и перемешиваем таким образом. Миска снизу быстро охлаждается, и сам шоколад тоже быстро охлаждается, так как суть в темперировании – это быстро снизить температуру шоколада. Чем быстрее она снизится, тем лучше протемперируется шоколад. Так я охлаждаю шоколад примерно до 29 градусов. Темперированный шоколад перекладываю в кондитерский мешок, чтобы удобнее было работать. Распечатала сахарную бумагу в виде крышки пианино. У сахарной бумаги под низом есть эта пленка, и эту пленку я буду использовать как шаблон. Если нету сахарной бумаги, то просто можно распечатать на обычной бумаге, сверху класть прозрачную или ацетатную пленку, или силиконовый коврик, что-то прозрачное, чтобы можно было видеть этот шаблон. И наносить из кондитерского мешка шоколад на наш шаблон. Делаю не особо толстый слой, но в то же время и не очень тонкий. Чтобы шоколад хорошо распределился, можем так отстукивать досочку, и шоколад сам равномерно распределяется. Там, где по бокам немного неровно стекает, я потом с ножом подровняю. Даем застыть полностью шоколаду. Если в помещении не слишком тепло, то можно оставить при комнатной температуре. Если в помещении тепло, то ставим в холодильник. Когда шоколад застыл, переворачиваем и смотрим, где слишком много шоколада перешел края трафарета, шаблона, срезаем с острым ножом. Темперированный шоколад очень хорошо режется и не ломается, не деформируется остальная часть. Когда подровняли все, срезали лишнее, снимаем пленку. И для того, чтобы сделать на шоколаде узор с трафаретом, я беру растопленный шоколад. В этом случае не надо темперированный, просто растопленный. Добавляю белый краситель, жирорастворимый. Шоколад не должен быть теплый, он должен быть жидкий, но в то же время не выше 30 градусов. Чтобы, нанося на наше шоколадное изделие, на шоколадную заготовку, эта часть шоколада не плавила нижнюю часть. Поэтому шоколад не темперирую. Нетемперированный шоколад долго остается жидкий, мягкий. И можно вот так наносить с помощью трафарета, делать узор, распределять не спеша, аккуратно, красиво. И снимать лишнее. Если будем использовать темперированный шоколад, то, конечно, тогда медлить нельзя, так как шоколад гораздо быстрее будет схватываться. Нанесла шоколад, немного подождала, не жду полного застывания
Как вижу, что он уже немного такой матовый, не блестящий, снимаю трафарет. И так как трафарет слишком маленького размера, он сразу не наносится на весь шоколад, я добавляю вторым этапом. Ставлю трафарет так, чтобы рисунок подходил, и опять наношу шоколад аккуратно, не спеша, сглаживаю, снимаю лишнее, пару секунд подождать надо и снимаем трафарет. Чтобы сделать крепление, надо такую шоколадную трубочку. Для этого я беру шоколад. В этом этапе тоже надо темперированный шоколад. Можно брать коктейльную соломочку или какую-нибудь пластмассовую трубочку. Наливаю темперированный шоколад. Чтобы внутри не оставались никакие пустоты, трубочку надо отстучать и поставить в холодильник, чтобы шоколад застыл. И в конце уже достается из пластмасса шоколад без проблем. И подрезаем нужного размера, нужной высоты. На сахарной бумаге я распечатала рисунок, лист ноты. Размер такой же самый, как крышка из шоколада. Сахарную бумагу надо изолировать шоколадом. Темперирование не обязательно, так как самое главное это просто изолировать сахарную бумагу от влажной зеркальной глазури, чтобы глазурь, прикасаясь к сахарной бумаге, ее не замочила и сахарная картинка не начала таять. Тоже отстукиваю, чтобы шоколад распределился равномерным слоем. Шоколад не требуется толстым слоем, только для того, чтобы изолировать. Далее приступаем к торту. Торт заранее подготавливаем, муссовый торт в любой квадратной форме. Этот торт у меня квадратный на 1 килограмм, форма 18 на 18. Эти красно-розовые точки, это в муссе я добавила сублимированные ягоды. Ну, честно скажу, под зеркальную глазурь лучше не добавлять, так как зеркальная глазурь немного просвечивается. Но так как у меня торт с декором, декор спрячет эти красные точки и все будет незаметно. Но если готовить просто торт с минимальным декором, с белой зеркальной глазурью, то, конечно, лучше вот такие сублимированные ягоды не добавлять. Достаем торт из морозилки, сглаживаем руками конденсат, если образовался, чтобы глазурь хорошо схватилась. Зеркальная глазурь у меня на сливках. Рецепт есть на канале, ссылку оставлю в описании. Самая удобная глазурь для работы, конечно, на шоколаде, сгущенке и на глюкозе. Но самая вкусная глазурь по вкусу это на сливках. Также распечатала клавиши, тоже на сахарной бумаге. Из пластичного шоколада сделала вот такие элементы с помощью силиконового молда. Так как у меня зеркальная глазурь на сливках, она не липкая. К ней приклеить что-то невозможно. К ней ничего не прилипает. Поэтому это надо иметь в виду и прикладывать только то, что само держится. Сама по себе, например, если добавлять эти элементы из желейного крема, они не будут держаться к зеркальной глазури. Они будут сползать. Поэтому надо выбирать лучше
элементы из пластичного шоколада, так как шоколад застывает и держит сам по себе форму. Надпись тоже распечатала на сахарной бумаге. Я в основном работаю с сахарной бумагой, так как сахарная бумага удобная в работе. Сахарную бумагу тоже надо с обратной стороны обязательно промазать шоколадом, чтобы изолировать от зеркальной глазури. Между собой склеила шоколадную крышку и распечатанную сахарную картинку с нотами. Просто вот этот стык с шоколадом промазала, добавила это крепление шоколадную трубочку, и все идеально держится. Мусс выдерживает такой вес. К шоколадной крышечке я еще добавила декор, маленькие бусинки и ракушки. Это все на ваше усмотрение, такие мелкие декоры, элементы. Такой милый шоколадный ангелочек. И, конечно, кремовые эластичные цветы украсит любой женский торт. Чтобы такие кремовые эластичные цветы прикрепить к любому торту, особенно к муссовому, они сами по себе не будут держаться. Их обязательно надо насаживать на деревянные вот эти зубочистки, на спашки. Если 2D элементы, такие маленькие какие-то перышки, ракушки, можно приготовить из этого крема, желейного крема, и прикрепить на любой торт и по бокам, и сверху, то 3D вот такие, как цветы, объемные, кремовые объемные декоры обязательно крепим на спашки. Торт без декора весит 1 килограмм. Конечно, когда добавили крышку из шоколада, цветочки, то вес становится гораздо больше. Окончательный вес я не скажу, но это будет примерно дополнительно 300-400 грамм. Если готовить торт из мастики, конечно, это будет гораздо легче. Взять обычный бисквитный торт и приготовить в виде рояля. Но муссовый торт это гораздо сложнее, но все возможно. Такой торт я выполняла не один раз. Так как идея очень красивая, торт получается очень нежный, как визуально, так и по составу. Повторить такую идею это несложно. Когда уже вы знаете, что и как, тогда просто берите и делайте. Если не дружите с темперированием шоколада, то, конечно, можно делать элементы из мастики. Но тогда надо подготавливать заранее, чтобы мастика полностью просушилась. Я больше люблю работать с шоколадом, не с мастикой. С помощью желейной массы я отлила форму для микрофона и сделала вот такой шоколадный микрофон. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!